Я пошел в школу в 1956 году. Это было 1956 год, летом 1956 года был 20-й съезд, и поскольку я пошел в первый класс, то буквари печатали заранее, и все портреты Сталина, цитаты оттуда повырезали. Поэтому мы, первоклассники тогдашние, получили букварь весь изрезанный. Портретов нет, фразы какие-то вырезаны о великом вожде всех народов. Я почему об этом вспомнил, потому что, мне кажется, те реформы, которые мы сейчас наблюдаем в нашей сфере образования, напоминают мне вот тот самый букварь, когда что-то остается советским, судя по тому, под тем давлением общественного мнения, которое существует относительно новых реформ. И что-то пытаются внедрить новое. Тем не менее, совершенно справедливо соглашусь с теми утверждениями, может быть, больших специалистов, нежели я, что действительно советская система полностью разрушена. Там были свои недостатки, было излишки много идеологизации, особенно в гуманитарных науках, но было очень много достоинств. И главное достоинство – то, что государство свято блюло то, чтобы каждый советский человек получил вначале среднее образование, неполное среднее, потом среднее и высшее, по возможности. Не было вот того, что называется шапкозакидательством. Да, было много цифр, что у нас советское образование самое лучшее, что у нас вот столько-то специалистов по таким специальностям выходят из вузов, что нет проблем, что справедливо, после окончания вузов у людей, которые окончили. Но тем не менее, то, что мы сейчас наблюдаем, мне кажется весьма странным. И эти странности мы видим с вами и в средствах массовой информации. Студенты бастуют, преподаватели недовольны низким заработком, вузы закрываются, сокращаются, где-то обоснованно, но где гарантия, что эти вузы закрылись действительно на самом деле в силу неэффективности, где эти критерии. Главное, что, по крайней мере, мне непонятно, а все-таки мы какую систему образования взяли за образец нашего подражания? Англосаксонскую или европейскую? Если на это ответ не получить, тогда мы получим тот самый букварь, в результате чего, в общем-то, наша система образования будет крайне неэффективной. Ведь тут у нас один из вопросов – эффективность образования. Я это понимаю следующим образом. Критерий эффективности нашего образования, самой системы образования заключается, во-первых, в количестве тех ученых, известных ученых, влиятельных ученых, которые внесли огромнейший вклад или вносят огромнейший вклад и в фундаментальную науку, и в прикладную. И второй вторая составляющая критерия – это, конечно, способность системы образования к самовоспроизводству, даже расширенному самовоспроизводству. Я объясню, что я имею в виду. Я имею в виду под этим, если нам нужны специалисты такого-то уровня, таких-то специальностей, то они появляются в результате нашей системы образования или просто уходят, и их никто не собирается обучать. И в этом смысле я согласен с теми критиками, которые говорят, что наше школьное образование тоже, извините меня, не самого лучшего качества. И когда мы узнаем, что оттуда из школьных учебников исключают писателей, которые, в общем-то, заслужили находиться, чтобы их изучали, в частности, того же Куприна, Лескова, Бабеля, взяли, вывели из учебников. Пелевина оставили. Не хочу его обижать, но не секрет, что о наркотиках он говорит там достаточно много. У нас система образования находится сейчас в процессе реформирования. Реформирование это осуществляется по требованию граждан, как известно, большинство граждан придерживаются той точки зрения, что его состояние неудовлетворительное и должно быть развиваться, реформироваться. Во-вторых, оно, конечно, это реформирование подходит под требованиям современного рынка труда, современной жизни, который требует, чтобы Россия была более эффективной. Все практически социологи, экономисты мировые говорят, что именно сфера образования сегодня является одной из главных для эффективности экономики и эффективности вообще общественных социальных институтов. Поэтому, конечно, развитие реформирования образования является совершенно необходимым. И
оно реализуется согласно, в общем-то, нормальной модели. У нас реализуется не англосаксонская, а российская модель, которая традиционно на протяжении столетий была теснейшим образом связана с континентальной моделью, которая большей частью формировалась на базе германских и французских университетов. И эта континентальная модель означает то, что у нас происходит сочетание государственных и частных ресурсов, которые идут в образование. Отсюда, кстати сказать, абсолютно логика сочетания бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поскольку это как раз и присуще современной континентальной модели. Казалось, существует и государственное финансирование, и финансирование из семейных ресурсов. И с этой точки зрения, я думаю, что, может быть, у нас чуть-чуть есть некий крен в сторону частного финансирования, но я практически уверен, что он будет сбалансирован, и в рамках вот этой общей континентальной модели мы и будем развиваться. Значит, теперь, что касается советской модели. Знаете, советская модель была, конечно, очень хорошая. Недаром мы смогли запустить и первого человека в космос, и мы все помним, что в американском конгрессе в свое время состоялись слушания, на которых было признано, что советская модель являлась лучшей в мире, и, значит, нужно, соответственно, ее развивать. Это так. Но в то же время все абсолютно понимают, что повторение полной советской модели невозможно по многим причинам. Но самое главное, потому что она была модель закрытого типа. А мы живем в открытом глобальном обществе. И нельзя то же самое, то, что сделано для закрытого общества, реализовать для открытого глобального общества. Кроме того, о советской модели, если вы помните, было гипертрофирование идеологического образования. Опять же, характерная модель закрытой модели. Характерна особенно закрытой модели. То есть в рамках только закрытой модели вы можете, так сказать, ковать такие идеологические кадры, иметь теорию научного коммунизма, в то время, когда в рамках открытой вы вынуждены свободно конкурировать со всеми остальными. Еще один такой тоже важный момент. В рамках открытой советской модели вы могли выпускников посылать куда вы хотите. В то же время в современном обществе выпускники могут уезжать куда они хотят, то же самое. И поэтому, естественно, корреляция обязательно с тем образования и рабочих мест, которые создаются. И мне достаточно очевидно, что у нас сейчас происходит формирование такое сочетание советской модели и современной западной модели. Ну вот известно, что сам Дмитрий Ливанов, одна из причин, почему он был назначен министром образования, заключается в выдающихся успехах, которые были достигнуты им на посту ректора МИСИС, Института стали сплавов. Кстати, Институт стали сплавов, чтобы было понятно, это такое советское название для нанотехнологий. На самом деле это и есть университет материаловедения, институт, в котором формируются современные материалы. И мы видим, что при нем этот университет достиг выдающихся успехов и именно по пути сочетания советской и современной западной модели. Руководством страны, перед руководством образования поставлена задача сделать так, чтобы рядом с нашими университетами, где работают ученые и преподаватели, были созданы инновационные структуры, способные выводить вот эти придумки ученых на мировой рынок. Для этого должны быть созданы соответствующие подразделения. И вот как раз в МИСИСе создан такой называется Fab Lab. Это технологическая площадка, которая помогает делать студентам свои стартапы. По сути дела, это Fab Lab, это первый образец российского такого производства наших дейцев. Именно для этого они и существуют, именно для этого они созданы. И руководству МИСИСа удалось это сделать. Именно в этой организации Fab Lab и должны формироваться, и уже формируются бизнес-структуры, которые в области высоких технологий, в которых приходят студенты. Нам еще предстоит построить отдельную систему для гуманитарных вузов.
похожую на ту, которая сделана, еще раз повторяю, на основе модели МИСИС, которую уже можем явно пропагандировать для всей системы образования, для естественных научно-технических вузов, должна быть создана отдельная система для гуманитарных вузов, она чуть-чуть по другим основаниям. Кстати, еще одна вещь, связанная с гуманитарным образованием, которую я вот думаю, что нужно обращать больше внимания. Но, я думаю, понятно, выходец, сам Ливанов является выходцем естественного, технического вуза. Понятно, что, может быть, он меньше и понимает, и уделяет внимание гуманитарным, но в то же время я совершенно с пониманием отношусь, потому что задаемся вопросом, мы что хотим, чтобы наши университеты делали? Плодили опять вот эти безбрежные стада экономистов и юристов, да, которые не востребованы экономикой? Или мы хотим, чтобы наши университеты создавали инженеров, которые работали бы в высокотехнологичных областях и развивали экономику? Ответ совершенно очевиден. Нам нужны инженеры, нужны научно-технические, прежде всего, вузы. Поэтому это здесь логика абсолютно понятная, руководство страны, ее нужно поддержать. Но одновременно нельзя допустить вымывания гуманитарных дисциплин. Там, прежде всего, не столько сокращение гуманитарных университетов, сколько проблема в сокращении гуманитарных часов в обычных естественно-научных университетах. Сокращение гуманитарных часов может привести к тому, что будет происходить недостаточно формирование личности гражданина в этих университетах, студентов, что, конечно, важная проблема. Теперь, значит, важнейшая проблема по зарплатам преподавателей и учителей. Есть проблема? Есть. Конечно, он стремится это сделать и бьется, но он наталкивается на естественные препятствия министра финансов. Поэтому все претензии по зарплате врачей и учителей, которые у нас есть в правительстве, безусловно, но предъявлять-то мы их должны скорее к лоббистскому весу министра, нежели к министру образования. И прежде всего мы должны их предъявлять к министру финансов, который, собственно, не выделяет ресурсы. Там скалой стоит, не выделяет ресурсы на повышение зарплат врачей и учителей. Еще одна важная вещь – сокращение числа вузов. Мне кажется, у нас идет не столько сокращение, сколько укрупнение укрупнение университетов, что является абсолютно четкой общей логикой. И здесь возникает еще проблема, конечно, кроме укрупнения, нам еще нужно и снизить убрать шарашкины конторы, рога и копыта, которые, по сути дела, девальвируют образование. Вы знаете, огромное количество, их продается, этих частных контор, которые не способны пройти никакие рейтинги эффективности. И, кстати сказать, для того, чтобы их отделить от нормальных университетов, и созданы эти рейтинги эффективности. Это трудная, так сказать, задача, но она должна быть выполнена. Знаете, вот сейчас наш университет Раила Плеханова объединяется с РГТУ. Вы же помните, в конце прошлого года были довольно много сложных, так сказать, там процессов. Сейчас, кстати, никаких этих проблем нет. Да? Все понимают. Студенты очень довольны, что они получат диплом Плехановского университета. Преподаватели очень довольны тем, что у них снижается несколько норма педагогических часов, которые они должны начитывать, и увеличивается за счет этого норма так называемых научных часов, которые они тоже должны отрабатывать, в рамках науки и работы индивидуально со студентами. Поэтому там все идет хорошо. Но, знаете, мы убедились, я не буду называть конкретный город, да, я хорошо помню, что ездили в некоторые филиалы. Некоторые филиалы есть хорошие. Предположим, Краснодарский филиал того же РГТУ, прекрасный филиал, никаких возражений, прекрасно работает, развивается, участвует в конкуренции с другими в этом регионе. Но некоторые в Московской области, я до сих пор помню, представьте себе, 2 кабинета в филиале университета, 2 кабинета, один учебный типа такого, другой кабинет директора, и они находятся внутри, в недрах магазина, торгового центра. Послушайте, очевидно же, что такого рода, так сказать, филиалы должны закрываться. Они будут, конечно, закрываться, хотя всем, кто на них поступил, будет возможность дана доучиться, ездить непосредственно в Москву и нормальным образом доучиться.